Dharma Initiative. Охренеть! Добрый день, я доктор Марвин Кендалл, и это фильм-инструктаж для станции номер 8 Dharma Initiative «Наследие». Вы сейчас получите ряд простых инструкций, согласно которым будете выполнять обязанности, возложенные на данную станцию. Но для начала минута истории. В 2004 году Джей Джей Абрамсом, Дэймоном Линделофом и Джеффри Либером был создан культовый сериал «Lost», или, как у нас его перевели, «Остаться в живых». На протяжении 6 лет он погружал нас в атмосферу таинственности, философии, мистификаций, фантастики и закрученных сюжетов. Именно он изменил телевидение и формат сериалов навсегда. Если вы смотрите это видео и являетесь поклонником Lost, то на вас возлагается обязанность сохранить его наследие. В качестве первого шага поставьте палец вверх под данным видео и подпишитесь на канал для получения дальнейших инструкций. Каждый, кто подпишется на канал, получит Поздравляю! До прибытия новой смены будущее проекта в ваших руках. От имени супругов де Грут, Альвара Ханса и сотрудников Dharma Initiative спасибо. Намасте. И удачи! Намасте, дорогие друзья! Вы прекрасно знаете, что я являюсь большим поклонником сериала Lost и насколько этот ролик важен лично для меня самого. С Lost, как и многие из вас, я познакомился благодаря Первому каналу, где его начали показывать летом 2005 года. Новые серии завтра, после программы «Время». Мне было 13 лет, я был в деревне, у бабушки, и там, на черно-белом телевизоре, раз в неделю я переносился на тропический остров с множеством загадок и интересных героев. Его тогда смотрели все, поэтому после просмотра мы обязательно собирались с друзьями и обсуждали,
Что же там все-таки произошло? Что случилось? В силу возраста я тогда не все понимал. Но в будущем, при многократном пересмотре, сериал раскрывался для меня все с новых и новых сторон. Я осознал, насколько важную роль он играет в моей жизни, насколько сильно он меня вдохновляет. И начал собирать коллекцию, чтобы хоть на немного перенестись в то время, когда Lost еще выходил. Именно это я собираюсь сделать и с вами. Перед нами коллекционное издание Лоста на Blu-ray из Европы и на DVD из Америки. Конечно же, американское издание самое крутое, как по оформлению, так и по содержанию. Выглядит оно как черный ящик самолета. На передней части указаны все имена кандидатов Джейкоба из «Маяка». И с обратной стороны указан Анг, который фигурировал в 5 и 6 сезонах. Ну и, конечно же, самое главное, что же там внутри? Вы только посмотрите на эту потрясающую пирамиду. Шикарное оформление и внимание к деталям. Давайте посмотрим, что же там внутри. Красотень, не правда ли? А с обратной стороны рельефная карта острова. Далее идет такая мини-книжка, брошюра, где указан список серий. При этом указано также, что же там в этой серии происходит. Оформлено все очень красиво. Картинки радуют глаз, и всегда можно посмотреть, что в какой серии происходило, и найти как раз-таки нужную. И вот мы добрались до самой главной части этого издания. Это, конечно же, до самого сериала на DVD. Оформлено это просто потрясающе. В виде такого большого камня, причем не только внешне, но и на ощупь. Он тоже такой каменистый и рельефный. Внутри находятся все 6 сезонов в таких потрясающих картонных конвертах. На развороте здесь Кейт и Джек. Правда, фотографии явно взяты с 6 сезона, не с 1. По-моему, выглядит потрясающе. 2 сезон, где на развороте указан уже Лок и Бен. Я думаю, что каждый из вас является фанатом их дуэта и ждали какого-нибудь еще шоу, где они будут вместе играть. К сожалению, это так и не случилось. Но может еще мы увидим, благо они живы и здоровы. 3 сезон, где на развороте у нас Херли и Саид. Сезон считается довольно спорным, потому что добрую его половину герои находились в клетках. Так, 4 сезон. Он уже покороче, поэтому здесь разворот будет не такой большой. Здесь указан у нас Сун и Джин. Короткий он, потому что во время съемок была забастовка сценаристов. Так, 5 сезон. Многим он не нравится, но, по-моему, он один из лучших. Я люблю путешествия во времени, а здесь это показано так, как нигде. И вот он, заключительный сезон. Спорный, многим он не нравится. Концовка тоже. Но
для меня в нем есть кое-что очень крутое. Это как раз-таки серия про Ричарда. Однажды брат Джейкоба нашел на пляже древнеегипетскую игру Сенет, правила которой до наших дней, к сожалению, не сохранились. Но если встречу Джейкоба, я обязательно у него узнаю, так как именно он играл в Сенет с человеком в черном. К игре, конечно же, не забыли положить камни темные и светлые. Можно даже попробовать сыграть. Для этого нам понадобятся такие палочки. Они используются здесь как кости. У них одна сторона с узором, а другая гладкая. Ну что, сыграем? Она знает, что ты у меня. Она тебя не спрашивает. Мне жаль, что я спросил о ней. Древний египетский анг, который, как вы помните, находился в гитарном кейсе, который Джейкоб передал Хёрли. Внутри, конечно же, находится тайное послание. Давайте его посмотрим. Вот оно. Вот оно. И что же там сказано? Какие-то странные иероглифы египетские. Здесь нечто похожее на пульт от телевизора и стрелочки. То есть надо будет где-то что-то жать. А где? Пока что мы не знаем. Но обязательно узнаем, я вам обещаю. А это страница из дневника капитана Черной скалы. Здесь описываются последние дни экипажа перед тем, как он попал на остров. Отсюда также мы узнаем один секрет. Мы узнаем, кто же все-таки стрелял в наших ребят в 5 сезоне, когда они плыли на лодках перед вспышкой. Это был экипаж Черной скалы. И последняя вещь, которую нам положили в это издание, это ультрафиолетовый фонарик Dharma Initiative. Как вы думаете, зачем нам вообще его сюда положили? Уж явно не для того, чтобы проверять купюры на подлинность. А на самом деле для того, чтобы раскрывать секреты сериала даже после его завершения с помощью этого издания. Что я приглашаю вас и сделать вместе со мной. Поехали! Чтобы узнать секреты острова, давайте посветим ультрафиолетовым фонариком на его карту. Это же колесо, которое построил человек в черном. И с помощью которого можно перемещать остров. Здесь даже указаны стрелки, в которые можно его крутить. Попробуем. Медленно поворачиваем карту острова по часовой стрелке до момента, как сойдутся два изображения Ангха. Снимаем и видим, что здесь находится конверт с изображением того самого колеса в позолоте. И с обратной стороны те самые иероглифы, которые были в тайном послании Джейкоба. Внутри конверта находится бонусный диск, в котором помимо дополнительных материалов, если ввести код, указанный в тайном послании Джейкоба, то можно увидеть ролик об настольной игре Сенет и о ее правилах. Также совсем недавно я нашел скрытое послание с помощью ультрафиолетового фонарика, о котором в интернете вообще ничего не сказано. На картонном холдере под всеми сезонами сериала с помощью фонарика можно увидеть ту самую карту с бронедвери, которую Лок увидел во время локдауна.
На этом с американским коллекционным изданием все. Я надеюсь, вам оно понравилось так же, как и мне. Я лично вообще тащусь. И мы переходим к просмотру европейского коллекционного издания уже на Blu-ray. Здесь есть несколько отличий, но они незначительные, поэтому мы не будем сильно заострять на нем внимание. В этой прекрасной коробке находятся все 6 сезонов на Blu-ray. Именно это издание я использую для просмотра, так как Blu-ray — это наивысшее качество, в котором сериал доступен. Плюс в первых 3 сезонах здесь по умолчанию был доступен русский язык и русские субтитры. И 4, 5, 6 сезон были изначально на английском, но я нашел человека, который смог записать на Blu-ray вместе с меню, с дополнительными материалами все то же самое, что было здесь, только заменил одну из аудиодорожек на русскую и добавил русские субтитры. То есть сейчас это полное кастомное издание Lost с русским языком в качестве Blu-ray с накатками на дисках, что от оригинала не отличить. Blu-ray диски располагаются в таких приятных больших кейсах. Как мы видим, здесь есть внутренний арт. Его изначально не было, но я немножко схитрил и вставил его из своего DVD-издания лицензионного русского. Так что теперь все здесь очень красивенько. А это уже 4-й сезон, те диски, которые мне сделал один друг. Как вы видите, на них напечатана та же самая картинка, то есть от оригинала не отличите. Здесь лежит такой же буклет, как в американском издании, только форматом немножко поменьше, но содержимое здесь один в один. Бонусный диск, который нам пришлось искать с помощью ультрафиолетового фонарика, здесь просто лежит в отдельном кейсе. Между прочим, символы на нем здесь также указаны. И что касается настольной игры, камушков и анг, все это располагается вот здесь в отдельной коробке. Здесь поле уже выглядит таким образом, что оно складывается. Опа. Соответственно, здесь лежит точно такой же анг, игральные кости и черные и белые камушки. Намасте! Нам чё? Чтобы закончить тему дисков, я вам покажу это редкое издание 5-го сезона Dharma Initiative Orientation Kit. Внутри этой реалистично состаренной коробки находится вот такая замечательная папка Dharma Initiative. Что же там внутри? А внутри там ВХС, видеокассета с инструкциями Dharma Initiative, которую, к сожалению, мне посмотреть негде, потому что видика у меня нет. Но он есть у одного моего знакомого, которому я обязательно наведаюсь немного позднее, и мы с вами посмотрим, что же там записано. Помимо видеокассеты, нам с вами сюда положили целую кучу информации о самой Dharma Initiative. В первом вложении у нас находится основная информация, карты и расписание сервисов. Здесь мы можем увидеть карту поселка Дхарма, он же Дхармавиль, чтобы мы с вами не заблудились и знали, где что находится. Далее Дхарма кафетерия. Если вдруг мы проголодаемся, мы знаем, куда пойти и что сегодня там подают. Дхарма моторпул. Если вдруг у нас поломается фургон Дхарма или Дхарма джип, мы знаем, где можно его отремонтировать. Или вдруг у вас 126-й Мерс и нужно его восстановить, тоже это место вам пригодится, я думаю. Ну и, наконец, приветственное слово от Горация Гудспида. Давайте спасем этот мир вместе.
В следующем вложении речь идет о правилах и безопасности. Здесь у нас указано, к кому необходимо обращаться, если вдруг вы встретились с другими или увидели какие-либо нарушения. И также правила Dharma Initiative, которые подписывают все новобранцы, прибывшие на остров. В следующем конверте у нас находятся такие замечательные нашивки. Первая – это станция «Фонарь». Вторая – это кафетерия, то есть повар. Третья – это шериф. Здесь еще должна быть четвертая со станции «Лебедь», но она сейчас находится на моем халате, так сказать, реквизит. И на обратной стороне нам не забыли показать, как правильно данные нашивки пришить на свой комбез. Осталось его только купить, и будет замечательно. Здесь же с виду может показаться, что лежат компьютерные дискеты, но это не так. Это как раз таки сами диски с сериалом. Упакованы они в такую тоненькую бумажку, а внутри просто черные дисочки. И на последнем вложении с дисками лежит кое-что интересное. Это CD музыкальной группы Джеронимо Джексон. И самое интересное, что на самом деле такой группы не существует, потому что эта группа выдуманная для сериала. И здесь есть реальная их песня, которая называется «Dharma Lady». Она была записана специально для 5-го сезона. Джеронимо Джексон? Да? В музыке я хорошо разбираюсь, но никогда их не слышал. Невероятно, но факт. Джеронимо Джексон. Любопытно. Сам CD оформлен как виниловая пластинка. По-моему, это очень круто. Класс, сделай громче. Обожаю Джеронимо Джексона. И последняя вещь из этого издания – это такой интересный конверт, на котором написано Security Team. Строго, секретно, конфиденциально. Даже есть след от чьей-то кружки, вероятно, с кофе. Что же здесь находится? А здесь весьма интересный документ. Это пакт о перемирии между Dharma Initiative и другими, то есть коренными жителями острова. Подписан он Хорасом Гудспидом и Ричардом Альпертом. Nobody can tell you there's only one song worth singing. They may try to sell you, 'cause it hangs them up to see someone like you. You've gotta make your own kind of music, sing your own special song, make your own kind of music, even if nobody else sings along. You're gonna be nowhere. The loneliest kind of lonely.
Что один снеговик сказал другому? Здесь пахнет морковкой. Я достал. Удалось что-то найти? Ты каждый день будешь спрашивать? Последний раз мы смогли его засечь 16 лет назад. Удивительно, что это вообще кто-то финансирует. Welcome to the island. You are now a member of the Dharma Initiative. There are properties on this island that exist nowhere else on Earth. Our mission is to study these properties for the betterment of mankind and advancement of world peace. You are now part of that mission. Our staff is here to help you get settled and to answer any questions you may have throughout the orientation process. Here at the barracks, you will enjoy all the comforts and amenities of a modern suburban lifestyle, where you and your neighbors all play an integral role. Soon, you will be given your job assignment based on the aptitude tests and paperwork from your application. Whether you are placed as a workman or a researcher, we assure you that our test is designed to determine the position most beneficial to both you and the community. During work hours, please be sure to wear your designated Dharma Initiative jumpsuit, but you are free to wear your civilian clothes on your off hours. Most of you will be working on the mainland. Should you be assigned to zoological studies, the Pala ferry will carry you to and from the Hydra station 3 times a day. Our housing director will assign you to one of our cozy, fully furnished bungalows. Each bungalow is equipped with a modern kitchen, with the latest appliances, comfortable living spaces, and tasteful decor. Our family-friendly neighborhood atmosphere helps children thrive. We consider it vital to provide them with the tools necessary to realize their full potential. We encourage all Dharma members and their families to partake in our local community and recreational events, including our annual volleyball tournament. A full list of activities can be found at the Recreations Office. Our commissary has the finest culinary staff trained at our Ann Arbor headquarters to provide you daily with fresh and nutritionally balanced meals. If you prefer to prepare your own meals, you will find a fully stocked pantry in your residence that will be replenished weekly. Additionally, we have a full staff of the finest medical doctors and counselors who are here to answer any questions you may have and make your stay here as comfortable as possible. Be sure to complete our medical questionnaire before reporting to work. For your own comfort and safety, we ask that you stay within the confines of your new living quarters. By now, you may have seen some of the security cameras installed around the premises in order to ensure the safety of our children and families. Our barracks are surrounded by a high-frequency sonar fence to protect us from the island's abundant and diverse wildlife. Crossing the sonar fence without disarming it is not advised. You may want to explore your new island home, but you must remain within 5 kilometers of the barracks. Remember, this is rugged, untamed land. Please explore safely and under our guidance, as the island is home to potentially dangerous flora and fauna. Any encounters with the indigenous people of the island should be reported to the closest security personnel immediately. Please refer to the Security Protocol Handbook for further instructions on our safety guidelines. The island has multiple research facilities, each with its own purpose and protocol. Throughout your day-to-day activities, you may interact with Dharma Initiative personnel from these stations. We ask that you respect these team members' privacy and do not inquire about their work, as they are not at liberty to discuss it. But remember, it is for the greater good of the community. We operate under a strong sense of togetherness, sharing, and community.
a community that you are now a member of. This is an exciting venture to be a part of, one with breakthrough technology and cutting-edge research happening every day. We thank you for joining our family, and would like to invite you to attend our welcome barbecue this afternoon, where you can meet your department supervisor and enjoy some refreshments. Training for your new job will begin tomorrow. On behalf of the De Groots, Alvar Hanso, and all of us here at the Dharma Initiative, welcome and namaste. Надо посмотреть еще раз. Олег, разве она должна так мигать? Черт побери! Не может быть. Кажется, мы нашли. Надо срочно доложить в оперштаб. Соедините с Оливера Ханса. Срочно. Код 14J. Охренеть. Ты готов? Есть одно место. Конечно, готов. Окно открывается лишь на короткое время. И когда оно откроется снова, никто не знает. У тебя 1 час, чтобы добраться до штаба. Вот, передай это администратору, там все поймут. Добро пожаловать в книжный клуб «Остаться в живых». Все вы прекрасно знаете, что в сериале упоминалось огромное количество литературы. Вся бы она не поместилась даже на этом столе. Там были все, от Стивена Кинга до самого Достоевского. Однако и по самому сериалу также выходила литература. Здесь по левую сторону располагаются 3 книги авторства Кэти Хапке и Фрэнка Томпсона. В них рассказываются о событиях первого сезона от лица других героев, которые в самом сериале вообще никак не упоминались. Качество этих книг оставляет желать лучшего. Я вам их читать не рекомендую. Конечно, можете, но только на свой страх и риск. Куда большего внимания заслуживает «Зловещий близнец» Гэри Траупа. Эта книга была выпущена в рамках проекта Lost Experience во времена 2-го сезона, чтобы еще сильнее завлечь зрителя. Гэри Трауп – это тот самый человек, которого затянуло в двигатель самолета в самой первой серии сериала. И рукопись именно этой книги читал Сойер во 2-м сезоне. Это любопытный детектив, в котором нам встречаются знакомые по сериалу фамилии, а также другие отсылки. И, наконец, самый массивный представитель нашей сегодняшней встречи книголюбов – это Lost Энциклопедия. Она вышла сразу после завершения сериала и содержит в себе всю мельчайшую информацию о персонажах и всех событиях сериала. Она довольно увесистая, и в ней все указано в алфавитном порядке. На первой странице нас встречает та самая заставка, которую мы видели в начале каждой серии. Основной каст 1-го сезона и такое любопытное оглавление. Фотография всей продукции Дхарма, которая встречалась в сериале. Документы, блокнот, записи, которые связаны с Хёрли, в том числе сценарий для «Звездных войн». И, конечно же, расшифровка всех иероглифов. Даже записи из дневника Фарадея. Данная энциклопедия должна быть в коллекции каждого истинного фаната сериала Lost. И вы не поверите, у Лоста даже был свой официальный журнал. И выпускался он регулярно. Мне удалось собрать 8 штук, некоторые из них даже 100-страничные. В них содержатся эксклюзивные интервью с сценаристами, актерами, продюсерами, дальнейшие планы на сериал и различные материалы со съемочной площадки.
Существуют также книги-гиды по сериалу, отдельно по каждому сезону, где вы можете ознакомиться со всеми отсылками, вопросами, ляпами и тому подобным. Причем там каждая серия разбирается без дальнейших спойлеров. То есть вы прекрасно можете смотреть сериал, то есть посмотрели серию, прочитали, обсудили с друзьями и продолжаете. Но это, конечно, для тех, кто сериал, скорее всего, еще не смотрел, потому что нам спойлеры уже не страшны. Эти книги доступны только на английском языке, но я взялся их переводить, и уже доступны переводы 4 сезонов. Все они есть в интернете. Если нужно, я оставлю вам на них ссылки обязательно. Сейчас перевожу гид по 5 сезону, но процесс немножко замедлился. И если вы в комментарии дадите знать, что вам это действительно интересно, то я ускорюсь. Так что дайте обязательно знать. И, кстати, есть такая возможность, я думаю, в будущем выпустить даже эти книги в физическом виде. То есть можно будет их распечатать и реализовать на Авито. Если вам это интересно, тоже обязательно отпишитесь. Lost не обошел стороной и игровую индустрию. Так, в 2008 году студией Ubisoft была выпущена игра Lost Viadamus, или, как у нас перевели, «Остаться в живых. Путь домой». В игре рассказываются события с 1 по 3 сезон от лица неизвестного нам героя. Игра вышла довольно сомнительного качества, и людям, которые с сериалом мало знакомы, она вообще может показаться бессмысленной и малопонятной. Я в коллекции имею экземпляр для PlayStation 3 с русской обложкой. К сожалению, из русского здесь только обложка и мануал. Сама игра на английском языке. Мануал хоть и черно-белый, но зато он здесь вообще есть, в отличие от современных игр. Если вы хотите поиграть на русском языке, то я вам советую, конечно, брать версию для персональных компьютеров. В ней присутствуют не только субтитры на русском языке, но также и озвучка, причем теми самыми голосами с Первого канала. И, ребята, если смотрите ролик в момент выхода, то не забудьте заглянуть к нам на стрим, потому что именно эту игру мы с вами будем в ближайшие дни стримить, вместе проходить, обсуждать сериал и приятно проводить время. Переходим к самой интересной части ролика. Это, конечно же, фигурки Макферлана по сериалу Lost. Они выходили с 2006 по 2007 год. Всего насчитывается 2 серии фигурок. И мне, конечно же, удалось собрать их все. Начнем мы с Джека Шепарда, с того, с кого начался сам сериал. Он в данной фигурке изображен в момент, когда он вышел из джунглей и стоит на фоне разрушенного самолета Oceanic 815. Фигурка проработана до самых мельчайших деталей. Все провода, запчасти, куски самолета. И также именно к первой серии шли картонные фоны для фигурки, которые добавляют еще больше атмосферности. К каждой фигурке идет предмет, который как-то связан с самим героем. Здесь к Джеку положили фотографию Кейт, которую он нашел в кармане у пристава. Ну и, конечно же, наша вечная беглянка Кейт Остин, или как ее называл Сойер ласково, Веснушка, в сцене из первой серии, когда они бежали от монстра. Здесь она прячется в бамбуковой роще. К фигуркам первой серии также идет такой черный блок. В нем находится динамик, и мы можем послушать несколько фраз, которые говорит герой.
Единственная фигурка, которой такая вещь у меня, к сожалению, отсутствует, это Кейт. К ней должен идти тот самый самолетик, который достался ей от любви ее детства. А вот и наша рок-звезда. Это Чарли Пейс, басист из группы Drive Shaft. В такой прекрасной композиции сидит на крыле самолета и пишет маркером на своей руке слово «fate», она же «судьба». К нему шло кольцо Drive Shaft. К сожалению, оно сделано из пластика, не из металла, и уж тем более не из серебра, но визуально полностью его повторяет. Хьюго Рейс, любимчик всех зрителей, приглашает вас на открытие нового сезона чемпионата по гольфу. Ну и как вы наверняка догадались, в комплекте с ним положили билет, с помощью которого он сорвал джекпот и выиграл $250 миллионов и тем самым навлек на себя проклятие. Главная красотка острова, победительница конкурса «Мисс Я поем у спасателей» Шеннон. С ней идет полноразмерная карта Руссо, которую она помогала переводить для Саида. Ты не говорил, что это математика. Твое дело французский, остальное оставь мне. Я не смогу. Просто соберись, и у тебя все получится, Шеннон. Тот, кто знает, что он может, и верит в силу острова, Джон Лок. С ним в комплекте положили рекламную брошюру туристического похода, в который Лока не взяли, и именно поэтому он оказался на том самом роковом самолете. Я забронировал тур месяц назад и все оплатил. Я требую места в этом автобусе. Только я знаю, что могу. Мистер Эко, бывший наркоторговец, бандит, но в конечном счете он стал пастырем и искупил свою вину. С ним в комплекте идут два таких замечательных слайда из пленки, которую он нашел на станции «Стрела». Джеймс Форд, он же Сойер, самый неотразимый мошенник на острове. Еще в раннем детстве он потерял родителей из-за другого мошенника. Написал письмо, в котором поклялся ему отомстить, и взял его имя себе. И именно это письмо положили в комплект с фигуркой.
Джин Сук Вон, убегающий от хвостовиков из начала второго сезона. Они приняли его за одного из других. Хотя на тот момент он и был одним из других для них. В комплекте положили 2 таких листочка, вырванных из блокнота, с транскрипцией английских слов на корейском, чтобы Джин мог говорить слова, необходимые в плавании на плоту. За порт. Сунг Вон в моменте, когда она поссорилась с Джином и обрела, наконец, свободу от мужа-тирана. Сун положили такой замечательный холдер-конверт для билета Ашаника Airlines, куда вы можете положить свой настоящий билет на самолет. Билет класть на самолет. На этой потрясающей диораме изображен момент из финала первого сезона, когда наши выжившие наконец взорвали крышку бункера и заглядывают в бездну. И самое крутое, что здесь есть функция подсветки. Это все фигурки Макферлан, которые были выпущены по сериалу Lost. Планировалась еще и 3-я серия, где был бы Саид, Дезмонд, Клэр, Джульет и большая диорама с местом крушения. Но, к сожалению, продажи не оправдали ожиданий, и 3-я серия была отменена. Были и другие компании, которые выпускали фигурки по сериалу, те же самые Funko Pop, но внешне они меня не сильно привлекают, да и ценник на них сейчас очень сильно кусается, поэтому в коллекции их у меня нет. Зато есть такая замечательная фигурка от компании Medicom из серии Real Action Heroes. Это Джек Шепард в виде такой куклы с реальной тканевой одеждой. По-моему, выглядит потрясающе. В 2024 году, в честь 20-летия с момента выхода сериала Lost, был выпущен такой набор фигурок Little People. В него входит Джек, Кейт, Херли и Лок. Все герои изображены со своими характерными признаками. У Кейт видны веснушки, Херли держит в руке шоколадку Аполло, у Джека на шее виден ключ от кейса с пистолетами, а у Лока в руках черный и светлый камень. Создатели этих фигурок знали, для кого они делают этот комплект, и запрятали здесь на коробке множество секретов. Вы ведь помните, что в американском коллекционном издании сериала нам положили ультрафиолетовый фонарик Дхарма? Так вот, он здесь нам пригодится. Под лучами ультрафиолетового фонарика проявляются имена героев из пещеры Джейкоба. Некоторые из них перечеркнуты. Я думаю, вы помните почему. А также логотип Дхарма. А на обратной стороне они разместили очень много отсылок. Это и кролик с цифрой 8, и игра в гольф, и самолет Бичкрафт, черный дым, альбом Драйвшафт, пиво Дхарма. В общем, все известные вещи для любого фаната Lost. Дениска пришла, она толстая. Да,
наша главная фанатка. Известной студией по выпуску моделей автомобилей Greenlight были выпущены модели, посвященные сериалу Lost. Здесь мы видим Dharma Jeep из 5-го сезона. Сделан просто с потрясающей детализацией. И самое интересное, что у него даже крутится руль. И вместе с этим поворачиваются колеса. Фургон Dharma Volkswagen, тот самый, который нашел Хёрли в джунглях и который ему с ребятами удалось завести. Ford Bronco – это машина Джека. У нее даже снимается крыша. И, конечно, Chevrolet Camaro – машина Хёрли, которую оставил ему отец, чтобы он ее отремонтировал. И в конечном счете он даже это сделал. Мы видим, что здесь она вся забрызгана соком манго. Это сцена из начала 4-го сезона. От всех этих моделей у меня сохранились коробки. Это, например, коробка от Dharma Jeep. Вы видите, насколько круто она оформлена. И фигурка, кстати, не такая и старая. Она была выпущена, сейчас вам скажу, 2019 год. То есть фигурки, всякие прикольные вещи по Лосту до сих пор продолжают выходить. Lost также известен своим потрясающим саундтреком. Композитором являлся Майкл Джакино. И вы не поверите, в последние года этот саундтрек даже выпустили на виниле. По крайней мере, по 1-му и 2-му сезону. Я жду, что будет и по 3-му, и, возможно, когда-нибудь мои руки доберутся и до этого винила. Но есть в России и другие поклонники, которые его уже приобрели, поэтому вы можете его лицезреть прямо сейчас. Я очень рад, что среди поклонников Лоста так много талантливых людей, которые могут делать такие замечательные крафтовые вещи, как, например, вот этот кошелек. Снаружи вы видите логотип Dharma, станции «Лебедь», а на развороте Джона Лока с его культовой фразой «Только я знаю, что могу себе позволить» с этим кошельком. И замечательная шкатулка, тоже с логотипом Dharma. Под крышкой мы видим те самые числа: 4, 8, 15, 16, 23, 42. Хочу поблагодарить каждого за просмотр этого ролика. Он очень много для меня значит. Но надеюсь, вам понравилось. Я показал вам всю свою коллекцию, все, что я собрал. Я знаю, что и у вас имеются какие-то личные вещи, которые вы сохранили. Вырезки из газет, огромные коллекции. А самое главное – воспоминания. Ведь это просто вещи. А главное – как вы его смотрели, с кем, то, что с нами было.
И как правильно сказал отец Джека, Кристиан, в финале: мы здесь, чтобы вспомнить и отпустить, пойти дальше. На этом я с вами прощаюсь. Но не спешите выключать ролик, вас ждет еще кое-что приятное. Намасте. Здравствуйте, девушка. Меня просили вот это вам передать. Сказали, что вы знаете, что с этим делать. Я еще успеваю? Здравствуйте. Да, успеваете. Вы уже попрощались со своими родными, друзьями? Вы приняли окончательное решение? Да, я уверен. А что это? Снотворное. А зачем? Путь на остров будет довольно неприятный. Для вас будет лучше, если вы его проведете во сне. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown when you've got worries. All the noise. Но его не нужно было пить так быстро. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger